Всем привет! В этом кратком гайде расскажу новичкам игры Project Zomboid, как не умереть в первые дни и что для этого нам нужно будет сделать. Если у вас есть желание самому изучать игру, карту и так далее, то рекомендую закрыть это видео, ибо дальше в некоторых моментах будут спойлеры. Всем приятного просмотра! В самом начале вашего пути советую заглянуть в раздел обучения и пройти его полностью. Загрузочный экран и первое же окно в обучении отвечает нам на самые популярные вопросы о Зомбоиде. Что это за игра? Какова конечная цель и в чем смысл? Кому было лень читать, повторю, нет никакого шанса на выживание, поэтому всю игру будем строить для себя дворец. Здесь нас обучат приближению и отдалению камеры, управляться с интерфейсом здоровья, расскажут, где находится окно с нашими навыками, немножко расскажут про систему обзора и как передвигаться в игре. Далее нас ожидает обучение с инвентарем, как внешним, так и внутренним. Обучит утолению голода и жажды. Научит перелезать через окно с зажатой английской клавишей И, наконец, дадут возможность убить нашего первого в игре зомби. Далее нас ждет обучение стелсу, взаимодействием с преградами, заборами и окнами. Научат оказывать себе первую помощь. И в конце выдадут огнестрел пострелять. Рано или поздно патроны у вас закончатся, а обучение скипнется только когда вас сожрут. Поздравляю, обучение пройдено, время начинать одиночную игру. Мы будем играть с вами на Апокалипсисе. Да, он посложнее остальных режимов, но зато так быстрее научимся. Выбираем город нашего спавна, можете поэкспериментировать. В Роузвуде и Риверсайде полегче, но я выберу Малдра. Вступительная часть видео закончилась, с этого момента начинается наш гайд. Кем же нам с вами все-таки играть? Я думаю, это каждому стоит решить самостоятельно. Дело в том, что первые 10 попыток вы скорее всего умрете, не отдаляясь далеко от первого дома. Не переживайте, расценивайте это как опыт. Пробуйте все профессии, перки, составляйте для себя сами свой идеальный билд, экспериментируйте. Я лишь оставлю свой вариант, в котором, мне кажется, не должно возникнуть особых сложностей. Итак, профессия рейнджер. Из плохих перков: тонкая кожа, высокая жажда, хрупкий, курильщик, невезучий, неорганизованный, склонный к болезни, слабый желудок, не любит книги. А из хороших это шустрый, рыболов, храбрый, гимнаст, в форме, острый слух и сильный. Когда будет все готово, не забудьте сохранить в левом нижнем углу кнопочка «Сохар» вашего персонажа. Чтобы при новой попытке не сидеть на этом экране еще 10 минут, загрузить пресет персонажа и идти сразу в бой. Пару слов, почему именно этот билд. Основной профессией идет рейнджер. Эта профессия имеет бонусы к звероловству, собирательству, строительству и топорам. Талант рыболов поможет вам быстрее прокачать рыболовство и не оставит вас без еды. А насчет таких страшных минусов, как тонкая кожа, хрупкие, не стоит бояться. Просто двигайтесь и вас не укусят. Тем более с острым слухом вам не зайдут в спину, а такой перк как храбрость сделает вас более внимательным. Так вы будете реже паниковать. Жмем далее и на этом экране создаем своего собственного персонажа. Тут точно так же можно сохранить персонажа, шаблон, нажать кнопочку «Сохар» в левом нижнем углу и в следующий раз его загрузить. Нажимаем кнопку «Играть» и после экрана загрузки переносимся в игру. Начинаем мы в небольшом одиноком домике. Первое, что нам стоит сделать, это включить телевизор и посмотреть передачу по кулинарии. Нажимаем правую кнопку мыши по телевизору, выбираем взаимодействовать с устройством, нажимаем кнопку «Включить», делаем потише громкость, переключаем на канал Life and Living. Передачи здесь показывают каждый день в 6, 12 и 18 часов. Первый день, в момент появления игрока, первую передачу показывают в 9 утра, как только он появился. Теперь ждем примерно 40 минут и наблюдаем, как наши навыки по кулинарии возрастают. Обратите внимание, чем больше вы установите громкость телевизора, тем дальше вы сможете от него отойти и получать опыт. Чем ниже этот параметр, тем ближе вам придется к нему находиться. После просмотра телевизора рекомендую его выключить. Нажимаем на клавишу М, открывается карта. Начинаем мы в середине карты, в небольшом одиноком доме. Также можем воспользоваться внешней картой Зомбоида. Ссылку я оставлю в описании. На ней при помощи дорог пытаемся найти свой дом. Сориентировавшись, мысленно прокладываем маршрут к намеченным целям. Далее идите на кухню, запаситесь самым необходимым. Еда, вода, желательно найти емкость. В идеале бутылка, подойдет также кастрюля. Можно вылить бутылку с отбеливателем и залить ее водой из-под крана. Найдите консервный нож, прихватите парочку консерв и какое-нибудь оружие. Подойдет кухонный нож, сковородка или скалка. Ну и конечно же сорвите что
шторы и порвите на тряпки. К моменту выхода из первого дома мы уже будем готовы к неожиданным ситуациям. Сможем перевязать раны, сможем перекусить, с помощью оружия в руке сможем выбивать стекла. Главное, не забывайте убирать осколки стекла. По пути старайтесь избегать зомби. Деритесь не больше, чем с двумя. Если на вас сагрилась большая толпа, бегите и постарайтесь, чтобы они потеряли вас из виду. Не стоит драться ножами, ведь они очень быстро ломаются. На первых этапах просто топчите зомби ногами. Для этого нажимайте кнопку пробел и толкайте зомби, пока он не упадет. При помощи все того же пробела добейте его ногой. Если что-то пойдет не по плану, всегда можно скрыться через высокий забор, зажав кнопку Е, либо на шифте убегая через дом насквозь. Далее можете осмотреть соседние дома на наличие инструментов или сумки, но не стоит сильно задерживаться, так как в этих домах мало что можно найти. Лучше идите по ранее запланированному маршруту, так как вы выйдете к месту, где мало зомби, но зато куча ящиков. Стараемся идти максимально аккуратно, не привлекая внимания. Как только вы добрались до места, проверяем нашего персонажа, делаем небольшой привал, едим, пьем, отдыхаем, сидим на месте, восстанавливаем дыхание, осматриваем территорию на наличие зомбей, стараемся их все так же убивать по одному, ждем, когда на шум сбегутся остальные. Если зомби пришло много, а вы закрыли себя в замкнутом пространстве, можно обузить окна, а также быстрое открытие и закрытие дверей быстрым нажатием кнопки Е. Таким образом мы будем запускать их по одному. Когда зомби перелезает через закрытое окно, он падает на землю, в таком положении он уязвим, добиваем его быстрым нажатием пробел, разбивая его голову ногой. Помните, что на шум выбитого окна зомби захотят прийти и посмотреть, что же там такого произошло. Когда территория будет зачищена, вы сможете ее полутать. Здесь вы сможете найти инструменты, патроны, возможно огнестрел. Если особенно сильно повезет, вы сможете найти либо кувалду, либо топор. В этом случае идите к соседним ангарам и ломайте ворота, так как вы найдете еще больше ящиков с лутом. Будьте осторожны, внутри могут быть зомби. Но опять же, не стоит брать то, что будет вас перегружать. Берите самое необходимое. Дам небольшой совет. Чтобы скроллить ящики, которые стоят рядом, зажимайте Shift и колесико мыши. Как найдете или не найдете инструменты, такие как топор, пила, газовый ключ, разводной ключ, молоток, отвертка, совок или лопата, направляйтесь в соседнее здание. Тут вы сможете немного передохнуть, найти немного еды и воды, подлечиться, перебинтоваться, рассортировать вещи, если нужно, и отправиться дальше. Даже если вы не играете в Малдра, дам один универсальный совет. Не стоит идти в центр города, где находятся коммерческие зоны, в данном случае у Малдра это близ шоссе. Да, там можно найти много интересного, но рисковать не стоит. Зомбей там очень много, скрыться от них будет непросто. Если вы решите сходить туда, будьте крайне осторожны. Наш основной маршрут будет лежать к крайнему правому углу карты, там где располагается двухэтажный склад, туда мы и направимся. Для начала нам нужно будет перелезть через небольшой забор. Обратите внимание, если у вас есть контейнеры в руке, скорее всего они останутся по той стороне забора. Чтобы этого не произошло, переложите все свои пакеты и контейнеры из рук в инвентарь. Тут стоит устроить перевал, так как скорее всего на все предыдущие действия у вас идет целый день, а вы порядком устанете и начнет появляться сонливость. Выберите понравившийся дом, освободите его от зомби, поднимитесь на второй этаж, заприте дверь, завесьте шторами окна, выключите свет, поставьте будильник и ложитесь спать. Если по подсчетам вы проспите 5-7 часов, то смело ставьте будильник на 6 утра. А по пробуждению идите смотреть передачу по телевизору, прокачивая навыки. Не забудьте, что они идут в 6 утра, в 12 часов дня и 18:00. После чего поешьте и можете отправляться дальше. При необходимости пополните запасы воды. Наступил новый день, давайте сверимся с картой. Наша основная цель в правом верхнем углу города. Мы к ней все ближе и ближе. Это двухэтажные складские помещения, где мы будем строить нашу базу. Мы с вами минуем шоссе, центр города, где сейчас очень много зомби. Постараемся пойти направо вдоль забора. В итоге огородами через одиночные дома, где будет поменьше зомбаков, постараемся выйти через лес к нашей цели. Пользуемся все той же тактикой. Стараемся избегать зомби, вступаем в бой не больше, чем с 2-3, выманиваем на себя по одному, растягивая толпу. В самом конце, выйдя из леса, нас будет ожидать наша база. Если вам сильно повезет, то внутри не окажется сигнализации. Поздравляю, вы на месте. Перебейте всех, кто окажется на вашем участке, ведь по законам штата Кентукки вы имеете право защищать свою собственность. И да, это теперь ваша собственность. Как вы видите, тут огромное количество коробок с лутом. Если повезет, сможете найти здесь огромное количество инструментов. К
К примеру, мне в одном из ящиков выпала даже печка-буржуйка. Теперь я смогу зимой отапливать помещение. Разгружайтесь, обустраивайтесь как вам удобно. Я предпочитаю селиться на втором этаже, перенеся туда все предметы для удобства. Холодильник, телевизор, микроволновку. Да, кстати, в доме нет телевизора, поэтому вам придется сбегать в соседний, забрать его и перенести на свою базу. Не поленитесь этого сделать, вещь эта очень полезная. Помимо тех передач, которые идут в 6, 12 и 18 часов, мы на нем будем смотреть кассеты с видеоуроками. В будущем сделайте несколько ящиков для хранения всего, что вам необходимо под рукой. Ну или перенесите с первого этажа. Теперь у вас будет все рядом. Потихоньку, также аккуратно начните зачищать зомбаков рядом с вашим зданием. По скриптам. Да, я понимаю, что склады в Малдера, возможно, для новичка, это не самое легкое место, где можно основать базу. Много зомби, которые будут постоянно приходить. Отсутствие реки под боком, далековато от заправки. Поэтому повторюсь, это просто пример того, как можно выживать в Малдера. Вам не обязательно на 100% повторять за мной. Есть и много других, более безопасных мест. Например, когда я задумывал записывать это видео, я вообще думал рассказать вам вот про этот маленький домик, который построен отдельно от всех, уже огорожен деревянным забором по периметру. И все, что вам останется, это поставить автомобиль в качестве ворот, либо же построить сами ворота. Но потом все-таки решил остановиться на складах. В конце концов, это может быть ваша временная база, аванпост, в который будет удобно свозить все ресурсы из округи, сортировать лут и уже оттуда вывозить на строительство вашей будущей базы. Селитесь где хотите, подключайте фантазию, Zomboid это позволяет. И вот вы нашли базу, разложили вещи, сняли с себя тяжелую ношу. А что же дальше? Я вам отвечу. Project Zomboid — это игра, в которой многое зависит от удачи. Но если вы полагаетесь только на нее, то считайте, что вы уже одной ногой в могиле. Вам обязательно нужно расставить приоритеты того, что вам сейчас нужно. Дальше я озвучу список предметов и где вы сможете их достать, которые вам точно понадобятся для выживания. Первое в этом списке будет еда. В приоритет берите рестораны, магазины или столовые. Дома лутайте только в случае крайней необходимости. Дело в том, что еда в магазинах, которая хранится на сухих стеллажах, овощных развалах, на палетах, на витринах или на раздаточных столах, довольно быстро гниет. В домах же еда хранится либо в консервах, либо в холодильниках. Старайтесь готовить свежую еду, делайте салаты при помощи миски в вашем инвентаре, либо делайте жаркое при помощи сковородок или жаровни. Салаты оценят персонажи с лишним весом, а приготовленную в духовке пищу оценят все, особенно персонажи со слабым желудком. Храните все, что связано с мясом, рыбой и так далее, имеющее статус свежее сырое в морозилке, все остальное можете скидывать в холодильник. Зачастую семена растений можно найти на складах, так что объединяю эти категории в одном разделе. Советую их собирать, если есть место. Ищите то, что вам необходимо. Пила, топор, молоток, отвертка, разводной ключ, газовый ключ, лопата, подойдет и совок, горелка. Также вам могут понадобиться материалы: гвозди, клей, изолента. По возможности возьмите мешок. Если вам не удалось найти что-то на складе, ничего страшного, существуют также и строительные магазины. В конце концов, в игре существует меню крафта, где вы сможете самостоятельно сделать тот или иной инструмент с помощью собирательства. Например, молоток, топор, нож, копье как оружие. Итак, машина. Для того, чтобы преодолевать расстояние за короткий промежуток времени, вам нужно средство передвижения. Автомобиль очень сильно облегчает жизнь нашему главному персонажу. В принципе, все как и в реале. Вы можете вывозить гораздо большее количество лута из ваших рейдов. Перетаскивать большие объекты, такие как, например, книжные шкафы, станет гораздо проще. Старайтесь объезжать зомби стороной, ведь при каждом столкновении машина теряет проценты своего состояния. Ну и в незнакомой местности старайтесь сильно не разгоняться, ведь всегда можно в
врезаться в какой-то объект. Это негативно скажется и на машине, и на вашем состоянии здоровья. Ищите их на автостоянках, либо припаркованные около дома. Где-то в 80% случаев вы найдете машину в хорошем состоянии. На дорогах на машины не стоит обращать внимание, скорее всего все они после аварии, ну и соответственно сильно побиты. Да, кстати, чтобы проверить состояние машины, подходите к ее капоту и нажимаете английскую кнопку E. Ключи можно найти в замке зажигания, в бардачке автомобиля, в зомби, который ходит недалеко от автомобиля. Также стоит обследовать дом, на территории которого припаркована машина. Он может находиться в рандомном месте, поэтому стоит обыскать полностью. Также ключ от автомобиля может заспавниться на земле либо в траве недалеко от машины. Советую пробежаться с открытым окном инвентаря вокруг авто, возможно вам повезет и вы найдете ключ. Также в игре присутствуют прицепы, найти их большая удача. Они заметно увеличивают вашу грузоподъемность и позволяют перевозить еще большие объекты. Подходим к прицепу, нажимаем кнопку V, в круговом меню выбираем «Отцепить прицеп». Когда освободим прицеп, аккуратно паркуемся к нему нашим автомобилем. Через все то же круговое меню выбираем «Прицепить прицеп к нашему транспортному средству». Поздравляю, теперь вы владелец автомобиля с прицепом. Состояние прицепа можно также проверить через круговое меню, выбрав «Автомеханика». Машину-то мы найдем, но зачастую бывает так, что они без бензина и их надо как-то заправить. Для этого нам и нужно найти способ как-то достать топливо. Самый простой — пойти на заправку. В Малдер есть две заправочные станции, одна поближе к нам, другая подальше. Там же, скорее всего, вы сможете найти канистру, чтобы носить бензин с собой. Не забывайте быть аккуратными, там часто обитает много врагов. Как только перебьете всех зомби, зайдите внутрь, возьмите канистру и наберите бензина. Одной полной канистры вам точно хватит, чтобы заправить машину, на которой вы сможете доехать до любой заправки. Также, если у вас есть канистра, вы можете сливать бензин у автомобилей, которые встречаются вам по пути. Для этого подойдите к автомобилю, вызовите круговое меню, кнопка V, ну и там выберите «Слить бензин». Чтобы узнать, есть ли в автомобиле бензин, откройте капот через кнопку E и в нижнем левом углу посмотрите состояние бензобака. По скрипту подскажу, с какой стороны нужно заправлять вашу машину. Для этого возьмите канистру с бензином, в круговом меню выберите «Заправить автомобиль» и ваш персонаж пойдет в ту сторону, где у вас находится бензобак. Ну и дальше перепарковывать автомобиль к колонке. Если по какой-то нелепой полосе невезения вы все еще не нашли рюкзак, то вам стоит отправиться в то же место, где и книги, то есть в школу. Здесь опять же может быть очень много врагов, будьте осторожны. Рюкзак ищите в ящиках, либо на учениках. Вообще, это будет наш первый действительно серьезный и опасный рейд. Вокруг замкнутое пространство, много зомби на улице и в каждом классе, поэтому идти сюда стоит подготовленными. Желательно, чтобы у вас к этому моменту был вкачан одно из видов оружия, у меня, к примеру, это топоры, хотя бы на 3-4. С собой обязательно иметь бета-блокаторы, сразу ими вкидываемся. Ваш персонаж должен быть выспавшийся, он не должен хотеть пить, есть, у него не должно быть ран. Ну и желательно отсутствие таких негативных статусов, как скука, депрессия, ну и так далее. Все это влияет на ведение боя. Придерживаемся нашей тактики, выманиваем по одному, по два, роняем зомби, встаем на него, бьемся с другим, добиваем всех, кто упадет. Не даем загнать себя в угол, иначе это сразу F. Используем все абузы, которые знаем. Например, при помощи быстрого закрытия и открытия двери, или открытия окна, чтобы зомби через них переваривались и были в уязвимом положении. Ну или в данном случае, как я, используем узкие проходы между партами и вводим их хороводом. Помните, что остальные зомби слышат, как вы ведете бой, и обязательно захотят прийти посмотреть, что же там такое происходит. Также их сильно привлекает звук выбитого стекла, звуки, когда их сородич пытается выломать дверь, ну и так далее. Не забывайте следить за своей спиной, чтобы в пылу борьбы, когда вы это не ожидаете, к вам не подкрались и не укусили вас в шею. Ну и также следите за выносливостью. С каждым ударом топора вы становитесь слабее и передвигаться вам все сложнее. Соответственно, если что-то пойдет у вас не так, убежать у вас уже не получится. Рано или поздно этот эпичный бой закончился бы победой той или иной стороны. Теперь можем полутать зомби и само здание. Шансы найти нужные нам книги здесь довольно неплохие. Если вы не смогли найти нужную книгу, не беда, всегда можно посетить книжный магазин. В первую очередь ищите такие книги: строительство том с 1 по 3, кулинария том с 1 по 3, рыболовство том с 1 по 3, звероловство том 2 и 3, собирательство том 2 и 3, электрика том 1, 2 и газосварка том 1. Также вам понадобятся журналы: управление генераторами, травник, поваренок. Эти журналы и эти книги нужны именно для профессии, которую я указал в начале. Если вы выбрали другую, то возможно вам понадобятся и другие. Журнал по звероловству, тома книг, уровень которых нужен для прокачки вашего навыка. Вообще, если есть место в машине, забирайте все, что можете унести, кроме дубликатов.
Рано или поздно, но в игре отключат электричество, а без него не будут работать холодильники, заправки и много чего еще. Поэтому вам понадобится источник питания. Найти его зачастую можно все на тех же складах, которые я указывал ранее. Желательно найти сразу два. Один поставьте возле дома, второй на заправке, чтобы постоянно иметь доступ к бензину. Не забывайте заливать топливо в генератор. Просто так вы не сможете его запустить. Именно поэтому вам нужен журнал управления генераторами. Если необходимо, то можете заглянуть в больницу. Возьмите пару бинтов, дезинфицирующие средства, бета-блокаторы, обезболивающие, антидепрессанты. Все остальное по большому счету вам здесь и не нужно. Хирургические иглы ломаются, одни одноразовые, проще использовать обычную иголку. Вы также можете взять дома кастрюльку с водой, поставить ее на огонь и прокипятить в ней тряпки, или бинты. Это избавит вас от нужды носить с собой дезинфицирующие средства. Вообще с собой есть смысл носить только обезболивающие, это must-have, и бета-блокаторы. Это супер полезная вещь, которая не раз спасет вам жизнь. Ну и разумеется, чем перевязаться, бинты или тряпки. И то много не набирайте. Оставьте все остальное для домашней аптечки. Либо возите что-то в бардачке. В общем, не перегружайте себя. Как только соберете все необходимое вам, немного займитесь безопасностью своей базы. Для этого срубите несколько деревьев. Советую использовать специальный топор. Найти его можно на складах или в строительном. Он лучше рубит дрова и, соответственно, его надольше хватает. Распилите бревна на доски и заколотите окна. Таким образом, вы немного обезопасите себя и выиграете время, если зомби будут к вам ломиться. А время вам понадобится, чтобы сбросить веревку и получить возможность отступить. Вот вы и собрали все самое нужное для выживания. Теперь вы на некоторое время можете засесть на своей базе, навести на ней порядок, рассортировать коробки, убрать лишнее, сделать раздельные ряды с контейнерами, разложив вещи отдельно по категориям: рыбалка, электрика, садоводство, материалы, инструменты. Ладно, я понимаю, вам это делать совершенно не обязательно. Это я чисто для атмосферы домашнего беспорядка и уюта это сделал. Так, после всех сборов возникает вопрос, чем бы вам дальше заняться, какой план действий. Очень важно как можно раньше начать читать книги. С помощью них вы быстрее прокачаете навыки и начнете делать полезные вещи. Ведь без бонуса к опыту прокачка навыков может затянуться. Если ваша база находится в относительной безопасности, а зомби к вам не заходит, то вы можете даже игнорировать сонливость и полностью отдаться чтению всех необходимых книг. Так как у нас взят навык «Не любит книги», процесс чтения книг будет очень долгий. Но так как мы с вами играем в одиночную игру, мы можем мотать время. Посудите сами, если бы мы взяли навык «Любит книги», после того, как мы все прочли, навык остался бы с нами просто бесполезным мертвым грузом. А за «Не любит книги», по сути дела, мы получили халявные очки при создании персонажа. Короче говоря, звучит страшно, а на деле в одиночной игре это абуз. Прокачивать навыки можно несколькими способами. Самым простым является телевизор. Просто включите его в момент, когда читаете книги, и вы не заметите, как быстро поднимутся ваши способности в тех или иных областях. Помните, передачи идут в 6 часов утра, в 12 часов дня и 18 часов вечера. Вместо того, чтобы разбирать заборы у соседа, вы тратите 40 минут игрового времени, проведя его перед телевизором, а опыт получаете раза в 3 больше. По-моему, это великолепно. То же самое могу сказать и про VHS-кассеты, которые прокачивают вас по такому же принципу, как и программы ТВ-передач. На мой взгляд, самый продуктивный способ выжать максимум из телевизора – это найти расписание телевизионных передач в Гугле и читать нужные книги перед каждой передачей, чтобы смотреть программам под бустом книг и впитывать максимальное количество опыта. Важно прокачать такие навыки, как строительство до 7 уровня, это позволит вам строить лестницы и двойные ворота, а также бочки для сбора дождевой воды. Но уже на 3 уровне вы сможете делать ящики для хранения вещей, а на 4 уровне ящик для сбора воды. Собирательство вкачиваем в 4, а лучше еще больше. Электронику загоняем в 3, газосварку в 1. Это нам понадобится для подключения раковины к бочкам на крыше, которые вам придется построить, чтобы фильтровать воду. Для этого запоминаем, где у нас стоит раковина в доме, и размещаем бочку в той же клетке, только на этаж выше. Также можно заместить еще одну бочку слева и справа от основной бочки. Спускаемся вниз, подходим к раковине, жмем на ней ПКМ, и при наличии газового ключа у нас появится окошко «Соединить с трубопроводом». Поздравляю, теперь вам не придется вечно кипятить воду на газовой плите в кастрюльке. Теперь вы можете совершенно спокойно пить дождевую воду и при этом не отравитесь. Магия.
Возьмите с собой семена, которые планируете посадить. Я начну с капусты и картофеля. Также возьмите инструменты, которые относятся к садоводству и которые нам понадобятся. В первую очередь это лопата, лейка. Если вы планируете делать огород, как я, на крыше, вам также понадобятся мешки с землей. Если у вас их нет, возьмите обычные мешки, выйдите на улицу с лопатой и накопайте земли. Жмем ПКМ по поверхности, на которой стоим, там будет рассыпать землю. Очень важно сажать растения на расстоянии 2 клеток друг от друга, так как в этом случае, если какое-то растение заболеет, то болезнь не сможет перейти на другое. Как только все будет готово, распаковывайте семена. Далее жмем правой кнопкой мыши по квадратику с землей и выбираем копать. Повторяем так со всеми квадратами земли, которые мы сделали до этого. Прожимаем правой кнопкой мыши по грядкам, которые мы только что с вами сделали, и выбираем растения, которые хотим посадить в этот квадрат. У меня получилось 4 грядки с капустой и 4 с картошкой. Посадив растения на крыше, вы обезопасили их от того, что по ним пройдутся зомби. В целом можете сажать где вам нравится, это не критично. Изначально ваши растения будут пересохшими, поэтому вначале полейте грядки до конца. Это не проблема, ведь у нас еще не отключили воду, плюс не так далеко от нас в лесу есть озеро. Ну и бочки со временем будут заполняться дождевой водой. Лучше всего переносить воду в лейки, но если ее нет, подойдет любая емкость: ведро, кастрюля, чайник, садовый опрыскиватель. Проверяйте степень политости ваших грядок через окно информации. Семена растут не быстро, где-то в районе месяца. Зависит, конечно, от типа растения, но в целом плюс-минус 10 дней, поэтому посадите овощи как можно раньше. Не сажайте слишком много. У нас еще есть звероловство и рыбалка. Кликнем по иконке создания предметов. Главное в этот момент стоять рядом с ящиками, в которых лежат наши инструменты и материалы. Тогда они автоматически подцепляются к крафту, и вам даже не придется перекладывать их в свой инвентарь. Для звероловства нам потребуется создать парочку ловушек. Ловушки наиболее эффективны в лесной местности до расстояния не менее 75 клеток от игрока. Опыт звероловства увеличивается, когда вы забираете пойманную добычу. Поднимать уровень звероловства не так критично, так как от прокачки зависит в основном прочность ловушек, которые вы делаете. Переодеваемся в охотничий лесной камуфляж. Раз уж идем в лес, возьмем с собой также рыболовные снасти. Заодно изготовим парочку самодельных копий. Собрав все необходимое для охоты и рыбалки, направляемся в лес. Кликнем по значку поиска на левой панели интерфейса. Один из важнейших навыков для выживания в этой игре — это собирательство. С помощью него вы без проблем сможете добывать себе еду и находить материалы для изготовления разных инструментов. Нажимаем кнопку «Включить поиск» и ходим по округе в надежде найти что-то интересное. Продолжайте поиск, пока не появится специальный значок. Появится курсор, который укажет, куда идти, и через ПКМ вы сможете забрать предмет себе в рюкзак. Также, если вы наведете мышкой на окошко, сможете увидеть, в какой местности вы находитесь, сколько там ресурсов. Таким образом можно найти себе ветки, камни, разную пищу, ягоды, грибы, ну и насекомых, которых можно использовать как приманку. Чтобы установить ловушку, вам нужно найти подходящее место, нажать ПКМ по земле и выбрать «Установить ловушку». Размещаем ловушки в 75 клетках от нашей базы. Сила ловушки определяет ее шанс сломаться при удержании животного. Чем сильнее, тем меньше шанс. Ловушки могут ломаться, позволяя животным выбраться оттуда, поэтому проверяйте их раз в 30 игровых минут после 1 игрового часа с момента установки ловушки. Животные в ловушках привлекают зомби. Использование еды для приманки отнимает 5 единиц утоления голода от нее, то есть на приманку идет лишь малая часть еды. Ее качество роли не играет. Время, когда животные могут попасть в ловушку: кролики и белки с 7 вечера до 5 утра, а птицы, мыши и крысы все время. Следующий навык — это рыбалка. Нажимаем правой кнопкой мыши по воде и выбираем рыболовство. В этой менюшке можно выбрать, куда он будет складироваться улов, в сумку или в инвентарь основной, и чем мы конкретно будем рыбачить: либо удочка, либо копье. По мере того, как ваш навык улучшается, повышается шанс поймать рыбу и повышается ее качество. А также понижается шанс порвать леску, потерять наживку и рыбу с крючка. Копье, в отличие от удочки, не требует наживки. Опыт дается за каждый улов, даже если вы поймали носки. Игрок не может все время ловить рыбу только в одной области, она со временем истощается. Для естественного восстановления придется ждать неопределенный отрезок времени. Прокачивать кулинарию нужно, но зацикливаться на этом не стоит, так как она будет прокачиваться сама. Главное, прочитайте подходящие по уровню тома кулинарии. Старайтесь сделать вашу кухню так, чтобы холодильник стоял рядом с плитой и также с ящиком, где вы будете хранить принадлежности для кухни и консервы. Как раз получается у меня справа от моего персонажа холодильник со свежей едой, впереди него плита, чуть левее от плиты тумбочка со всеми столовыми приборами. До всего он дотягивается. Нажимаем кнопку создания предметов, и через данное меню крафта мы будем с вами готовить. Как я уже упомянул ранее, в этом меню крафте подтягиваются все предметы, которые находятся вокруг персонажа. И их не нужно будет перекладывать в инвентарь,
выкладывать обратно, игра все сделает сама. При помощи жаровни приготовим стир-фрай, добавляем в него поочередно разнообразные ингредиенты. Прокачанная кулинария полезна тем, что уменьшает количество потребляемых ингредиентов и увеличивает калорийность пищи. Из этого окна крафта вы можете готовить салаты, супы, мясо, рыбу, бутерброды. В общем, экспериментируйте из того, что есть. Ну а наш стир-фрай готов, я предлагаю затестить барбекюшницу, которую я недавно привез из соседнего двора. Да, вы можете готовить не только на плите, но и на костре, в камине. Например, когда в этой у меня закончится пропан, я смогу готовить в том соседнем красном гриле, он работает на углях. Ну или придется искать еще один пропановый баллон. Дожидаемся конца готовки, ну и можно снимать и есть. Главное, следите, чтобы блюдо не подгорело, а то ваш персонаж впадет в депрессию. Питайтесь правильной здоровой пищей, не переедайте, следите за собой и занимайтесь спортом. Зомби-апокалипсис не повод себя запускать. Я слышал информацию, что спорт в этой игре не влияет на вес, что само по себе странно. Так или иначе, быть сильным, чтобы переносить больше веса, или иметь хорошо прокачанный фитнес, чтобы бегать лучше, и дольше не уставать в драках, мне кажется, это все будет не лишним. Стройка — это один из самых важных навыков. Обязательно прокачивайте строительство. Вы можете пропускать вечерние передачи по ТВ со всякими там рыболовством, собирательством, но стройку пропускать нельзя. Вы можете читать книги, смотреть телевизор, смотреть кассеты, ну а можете с молотком отправиться в город и, заходя во все дома, разбирать всю мебель. Как вариант, можно нарубить кучу деревьев и обложить базу забором. Для закрытия всей базы забором у вас уйдет немало времени, но оно того стоит. И теперь вы будете в безопасности. Перевозите бревна на собственной машине, тряпки сможете найти на теле зомби. Как только закроете базу забором, сможете, не опасаясь, что кто-то пойдет со спины, заниматься своими делами, а ваши грядки никто не потопчет. По слухам, то, что я читал на ПЗ-Вики и на форумах, полностью огороженная база забором перестает быть местом спавном зомби. Зомби будут спавниться за ее пределами. Ну то есть, по идее, если вы уехали на 3 дня куда-нибудь в другой город, потом приезжаете, не будет такого, что посреди вашей базы стоит зомби, который из-за забора физически туда не мог попасть. Но я не уверен на 100%, верна ли эта теория. В любом случае, с забором и с воротами гораздо спокойнее. Хотя строить все это оказалось очень долго. Я даже отказался от идеи делать вторые ворота и передумал делать забор по всему периметру, начиная от тротуаров. Решил, что отступить 2 клетки от здания будет вполне достаточно. Но в целом, своим результатом я вполне доволен. Когда проезжаешь вокруг базы, думаешь, да, все было сделано не зря. Да, кстати, для строительства вам необходим молоток у вас в инвентаре, иначе у вас просто не появится контекстное меню строительства. Опыт по строительству вы получаете даже когда пилите бревна на доски. Как только вы повышаете ваш уровень навыка, больше конструкций становятся доступными и ваш персонаж делает их более прочными. Также с уровнем навыка меняется вид постройки, от совсем грубых вещей до более профессиональных. По скриптам, для нашей базы советую вам также перенести большую мусорную помойку. Для этого нам понадобится монтировка. Разбираем ее через кнопочку поднять и перекидываем 2 части в наш прицеп. Дело в том, что большое количество трупов возле базы нашего персонажа плохо влияет на него, причем как психологически, так и физически. У вас может появиться легкая тошнота и дальнейшее прогрессирование симптомов. Чтобы этого не происходило, вы можете сжигать их на костре, либо сжигать их при помощи канистры с бензином, но лучше всего будет собрать вот такую вот большую помойку возле своего дома и сбрасываем туда трупы. Жмем удалить все и проблема решена. Вертолет — это игровое событие, которое наступит примерно через неделю после начала игры. Узнать о начале событий вы можете, услышав звук летающего над вами вертолета. Вообще в игре происходят всевозможные выстрелы, крики, гром и прочие звуковые события, которые притягивают к себе зомбей. Все они довольно локальные и не сильно представляют для вас угрозы. Но вертолет — это очень опасное событие, ведь на звук будут стягиваться орды со всего города именно к вам. Пережить этот момент можно 2 способами. Сесть в машину и уехать как можно дальше от базы и кататься где-нибудь около суток. Желательно заранее положить в бардачок вашей машины пару консерв, побольше воды. Если хотите сильно заморочиться, можно даже найти и прихватить с собой набор для палатки.
Ну или второй вариант: засесть внутри дома на базе, закрыть все окна и двери, повесить шторы и ни при каких обстоятельствах не покидать дом и не высовываться наружу. Таким образом, когда прилетит вертолет, он не увидит вас и полетит по локации, пытаясь вас найти. Тем самым он привлечет зомби в рандомное место. Плюс первого способа в том, что именно вы решаете, куда увести стадо. Плюс второго способа в том, что вам даже не придется напрягаться. Вначале я как раз пытался сидеть тихо и переждать его. Сидел я так с ним долго, пока ко мне не пришли зомби и не начали ломиться в окна и в двери. Немного занервничав, почему он так долго не улетает, я решил уехать с базы. Ну, на самом деле какой-то долгой погони не было, он немножко покружил, полетал над моей базой и улетел. Так что мне, можно сказать, повезло, я попросту уехал на другой конец города. Избегайте места скопления зомби, ходите по окраинам. Не стоит ходить в места с узкими проходами без места отступления. Используйте холодное оружие для устранения неприятелей. Большие орды отводите в сторону, скрываясь из виду. Но если вы все-таки решитесь пострелять, то есть несколько мест, где вы найдете оружие. Посетите полицейский участок. Здесь велик шанс того, что заспаунится дробовик. Это лучшее оружие для новичка. У него прекрасные показатели точности на близком расстоянии, он попадает по толпе. На нем и только на нем выкачиваем показатели огнестрела. А уже после можем переходить на пистолеты, винтовки и так далее. Также в игре присутствуют оружейные магазины, военные бараки, тюрьма со своим арсеналом, КПП и военный лагерь в городе Луисвиль, ну и так далее. В этих местах много оружия. Скорее всего, двери будут под замком, так что прихватите с собой топор или кувалду. Зато там ходит много зомби с военной формой и военными рюкзаками. Ну и теперь лутайте все, что не прибито к полу на карте. Гайд подходит к концу, пора подводить итоги. Сделаем это с помощью перечисления основных действий. Первое. Носите с собой только действительно нужные предметы, не перегружайтесь. Второе. Изучайте карту. Третье. Определитесь с базой. Четвертое. Расставляйте приоритеты. Пятое. Обезопасьте себя. Шестое. Прокачивайте навыки. Седьмое. Не рискуйте зря. Восьмое. Готовьтесь к будущему. Выращивайте овощи, запасайтесь необходимым. Девятое. Посетите интересные места. Десятое. Веселитесь. Когда станете опытными выживальщиками и ванила вам надоест, позовите в игру друзей, а также начните обмазываться модами. Меня укусили. Отходи. Нет. Отходи. На шифте отойди, пожалуйста. Минусы от того, что вам придется заново учить своих компаньонов всему, от чего ваш прогресс по задуманным целям будет резаться пополам, а количество случайных смертей увеличится вдвое, перекроются от плюсов, такие как более оживленный геймплей и вовлеченность в происходящее. Что касается модов, в мастерской Steam их огромное количество, от визуальных, дополняющих интерфейс, до тех, которые расширяют возможности геймплея, а некоторые со временем даже добавлялись в игру, например, как было с модом на VHS кассеты. Разработчикам Zomboid он настолько понравился, что они решили добавить его в оригинальную игру. Лично я использую мод Weapon Condition Indicator. Данный мод наглядно показывает нам разными цветами, в каком состоянии находится ваше оружие. Очень полезный мод. Мод Minimal Display Bars выводит на ваш экран дополнительный интерфейс в виде полосок, которые заполняются со временем. Эти полоски отображают сонливость, депрессию, скуку, состояние вашего здоровья, температуру и, самое главное, вашу выносливость. Вы всегда сможете контролировать, когда ваш персонаж устал, и не вступать в бой, пока не посидите и не отдохнете. В игре правой кнопкой мыши нажимаете по белому квадратику, открывается менюшка. Здесь настраивается сам мод. Настраивайте под себя, какие вам нужны индикаторы, какой они будут высоты и ширины, горизонтальные либо вертикальные. Когда все будет готово, можете их залочить, чтобы случайно по ним не попасть. Все достаточно удобно и информативно. Этот мод я, кстати, подсмотрел в YouTube, ну и полоски примерно вывел себе так же, как в том ролике, где было его описание.
В левом углу большая зеленая полоска отображает мою температуру. В правом верхнем углу полоска отображает мои калории. Полезно для тех, кто берет худого персонажа и хочет его откормить. В нижнем правом углу полоска сонливости. Далее идет полоска напряжения, наша выносливость. Далее полоска отвечает за уровень скуки, заполняется, пока мы стоим дома. Стоит нам выйти на улицу, постоять немножко, и она снова поползет вниз. Следующая шкала показывает накопление депрессии. Далее идет индикатор накопления жажды и голода. Я их сделал в одну линию разными цветами, чтобы было удобнее. Ну и последняя шкала здоровья, большая зеленая. Когда вас укусит, цвет поменяется на желтый и потом на красный. Повторюсь, самое ценное здесь — это возможность отслеживания вашей выносливости. Вы всегда точно будете знать, когда вы ослабнете. В общем, мод крайне полезный и особенно для новичков рекомендую. Это были два основных мода, которые я использую всегда, остальные по настроению и по желанию. Надеюсь, ролик был вам интересен и хоть чем-то полезен. Оценивайте его лайком, пишите в комментариях, что думаете, ваши мысли. Ну и подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, вступайте в Discord. Напоминаю, что все полезные ссылки будут в описании к ролику. На этом все. Будьте готовы ко всему. А я пожелаю вам удачи в вашем выживании.